Всем приветик, с вами Кэти Лакс. Посмотрите, какая необычная открытка-рубашка. Она открывается, и там можно написать какое-то поздравление или пожелание. Поддержи мой канал лайком и подпиской, мне будет очень приятно, а ты не пропустишь новое видео. Для изготовления открытки понадобится квадратный лист бумаги 15 на 15 сантиметров в количестве 2 штуки. Цвет можно выбрать совершенно любой. Середину промазываю клеем, можно использовать двухсторонний скотч. И склеиваю 2 листа, в итоге получается один большой длинный цветной листочек. Складываю заготовку пополам в длину. Хорошенько разглаживаю линию сгиба и раскрываю заготовку. Теперь верхний край заготовки складываю к центральной линии. То же самое проделываю с нижней половинкой. Берем в руки заготовку и делаем небольшой отворотик, так как я показываю. Это будет будущий воротничок, поэтому не делай его слишком маленьким. Переворачиваю заготовку другим краем кверху. Раскрываю заготовку и складываю небольшие треугольнички в самых уголках. То же самое делаю с другой стороны. Полученные отвороты складываю вовнутрь. И теперь уголочки складываю к нижней точке. Получается что-то похожее на самолетик. Делаю еще одну дополнительную линию сгиба. Отгибаем заготовку так, чтобы нижняя линия треугольника совпала с боковой частью. То же самое делаем со второй половинкой. Полученный кармашек необходимо сложить, и получается что-то похожее на рукава рубашки. Переворачиваю заготовку и продолжаю делать воротничок. Складываю заготовку так, как я показываю. Вот так должна выглядеть заготовка, если на нее посмотреть сбоку. Верхний угол заготовки складываю к нижней точке. Уголок необходимо хорошо разгладить, чтобы он принял свою форму. То же самое делаю со вторым уголочком. И уже напоминает будущую рубашку, осталось только выпрямить плечики. Складываю открытку, нижнюю линию подгоняю под воротничок, таким образом она держится. Я взяла белый лист бумаги чуть меньшего размера, чем сама рубашка. Карандашом скругляю уголочки и ножницами аккуратно их вырезаю. Мне кажется, такие скругленные уголочки выглядят гораздо более нежно. Проклеиваю листочек клеем, лучше использовать клей-карандаш, он быстрее сохнет, и приклеиваю на саму рубашку. Этой рубашке все-таки не хватает галстука, и я решила его сделать.
Беру квадратный лист бумаги, у меня 8 на 8 сантиметров. Можно взять цветной, но я решила нарисовать вот такой вот необычный и веселый дизайн. Листочек готов, переворачиваем его цветной стороной к низу и складываем по диагонали. Также складываем по диагонали в другую сторону. Боковые уголочки справа и слева складываем к центральной точке. Вторым этапом складываем боковые линии к центральной линии, и заготовка становится более узкой. То же самое делаю со второй стороны. Выбираем, где у нас будет верх, а где низ, и сверху загибаем уголочек. Верхнюю линию складываю к центральной линии. Затем складываю обратно, сделав небольшой загиб. Вот так это выглядит сбоку. Теперь боковые линии складываю по форме галстука, то есть немножко расширяя к низу. Также складываю и вторую половинку галстука. Хорошенько разглаживаю и приклеиваю на открытку рубашку. Согласитесь, с галстуком открытка смотрится гораздо интереснее и даже более празднично. У меня галстук достаточно светлый, поэтому я решила добавить окантовку пунктирной линии. Такую же строчку делаю на рукава рубашки. Вот такая вот прикольная открытка-рубашка. А главное, она открывается, и там действительно можно написать поздравления. Понравилось видео? Жми лайк и не забывай подписываться на мой канал. Всем пока-пока!